Привет-привет! С вами Лиза Алленс, и сегодня мы с вами вспомним второй сезон новеллы «Дракула. История любви». Но на самом деле в этом видео будет только первая половина второго сезона. Да, пришлось разбить краткий пересказ на две части. Потому что, вы знаете, я вот села писать сценарий и поняла, что событий-то вдил дофига. Помните, говорили, что серии стали меньше и как-то менее содержательные? Реально так казалось, когда в обнове было по одной-две серии, и как будто ничего не происходило. А когда я села описывать весь сезон, стараясь не упустить деталей, новых персонажей, поняла, что в двух словах не расскажешь. А я хочу, чтобы это видео могли посмотреть не только для того, чтобы вспомнить, но также, чтобы оно было понятно тем, кто совсем не проходил дел, ну или забросил, и хочет быть в теме. Поэтому в прошлом видео мы вспоминали первый сезон, я оставлю напоминалочку где-то тут, а сегодня вспомним половину второго сезона. Я напомню, что пересказ будет авторским, но близким к сюжету. Мне пришлось проделать очень большую работу, чтобы сделать подобное видео, поэтому я буду признательна, если вы поддержите его лайком, а канал подпиской. И мы переходим к сюжету. Второй сезон, первая серия. И она начинается у нас с того, что героиня приходит в себя в стенах замка, видит Владика вампира, который, по-видимому, принес ее и Лео, и приходит в ужас. Появляются Милли, Сандра и Элинка, и так как Лео все еще в бессознанке, они принимают решение уехать в дом к Сандре и там его лечить. Лая по-быстрому собирает пожитки и по-тихому сваливает, но при достаточно хороших отношениях с Владом с ним можно попрощаться. Также при хороших отношениях с Владом героиня берет с собой картины, при плохих не берет. Но потом оказывается, что Влад их все равно как-то подложил. Поэтому в любом случае продолжение османского сериала героиня увидит. Сандра и Элинка бодяжат для Лео егермейстера с трав. И вдруг оказывается, что Элинка перестала шарить за травы, а Сандра внезапно наоборот начала разбираться. Лео пьет волшебное снадобье, ему хорошеет. А Лая рассказывает ему всю правду, матку, что произошло. По ветке здесь также есть платная сцена. Наутро к дому приходит странный чувак, начинает рассказывать про незнакомца 44 с черной собакой, и что тот пришел по душу героини. Лая ничего не понимает и идет к Лео поить его Сандриным ягерем. А если вам хватило статов подобрать оставленный Тентаклем волшебный камень, то Лео вообще станет как огурчик. Лая вспоминает, что до конца неудавшегося отпуска осталось 4 дня, решает, да гори оно в синим пламенем, пошли все в жопу со своей магией, вампирами, домой хочу. Просит заменить билеты, но билетов нет. Тут ей звонит мама и спрашивает, а вы домой не собираетесь? А это не похоже на ее маму, и Лая пугается. Следом звонит диспетчер, билеты внезапно нашлись. Лая и ее сестра поднимаются на борт, и внезапно оказывается, что рейс-то частный. Но обратно сойти с трапа они не успевают. Самолет улетел и не обещал вернуться. Из-за кулис выходит владелец самолета, представляющийся Ратваном. Он говорит, что просто хотел помочь. Это никакое не похищение. А Лая настолько распереживалась, что решила отвлечься и, угадайте, с одного раза. Да, пореставрировать картины. В прошлом Лая видит, как Лале встретилась с Нурай, которая живет с мужем-тираном и просит нарисовать ее море. Тут их палит муженек Нурай, начинает вопить, мол, нечего тут художественными заниматься с его женой. Злой муженек уходит, зато приходит добрый Кемаль, и Лале замечает их с Нурай симпатию. Лале уходит со Сланом, тот рассказывает ей сказку про девушку, которая полюбила солнце, превратилась в птичку и улетела к солнцу. Доступна нежная, красивая сцена со Сланом. Потом Лале идет в библиотеку и встречает Влада. С ним тоже доступна сцена. Тем временем злой муженек Нурай случайно находит портрет Софии. И, как мы помним, портреты людей запрещены. Лая просыпается в холодном поту и идет гулять по самолету. Ратван приглашает ее прибухнуть и вынюхивает про нее и про Владика. В аэропорту их встречает мама и мэр города. И мэр города говорит, что ей срочно надо ехать с ним на какой-то совет. Лая ничего не понимает, но ездит вместе с комиссаром Дуганом, старым другом ее семьи, в замок, ведь именно там будет проходить совет. В замке она знакомится с мальчиком Юстином, которого ей представляют как переводчика с венгерского. И при виде нее бедняжка аж роняет свои манускрипты.
На совете же выясняется, что замок хотят восстановить как отель-музей. И заниматься этим будет фонд Ратмана, того самого, что бухал в самолете. Но возникла загвоздка. Владелец замка завещал его городу, а часовня во дворе – героиня. И никакие строительные работы не могут проходить без согласия Лаи. Лая не торопится с ответом, выходит в коридор, где ее внезапно похищают и притаскивают в какой-то ритуальный зал. Там она видит девушку и капюшон. Капюшон хочет Лаю пришибить, но не может коснуться. Вламывается Юсти, начинается махич, фигуру капюшон решили свалить, потому что едва они успели это сделать, как в помещение влетели Лео, Сандра и Владик. И если здесь вести параллельные ветки, начинает появляться табличка, что таким метанием ты ранишь чувства обоих друзей. 3 глава, и все вроде обошлось. Сандра рассказывала Лае, что они прилетели техническим рейсом, который непонятно кто организовал. Также выясняют, что Шатет, владелец замка, завещал часовню Лае, когда той было 4 года. Кто он такой, она знать не знает. На улице они встречают подростков, и выясняется, что на открытии центра для детей из неблагополучных семей им нужны деньги. Ратва начинает шантажировать, но тут на арену выходит Влад и говорит: деньги будут. Все перемещаются в замок, Ратван улюлюкает, у Влада нет фонда, но тут из ниоткуда появляется Ноя и говорит: тихо, пацаны, я все решу. Теперь у Влада есть не только фонд, но еще и возможность восстановить замок, а бонусом бесплатная ночлежка. Ратван злится, начинает вопить гадости, Влад тоже злится, и у них едва не начинается махич. Влад и Ной уходят поболтать наедине. Лая решает, что ей тоже срочно надо поговорить с Владом. Ноя показывает героине фишку, вот такую, которая возвращает воспоминания, типа такой омут памяти из Гарри Поттера. В воспоминаниях Ноя Влад сидит весь в черных соплях, как Хаул из «Ходячего замка». Затем Владу звонят, и он уходит из зала с соплями спасать похищенную Лаю. Ной больше не хотел показывать, но за алмазики мы продолжаем лезть в его голову и попадаем в прикольную комнатку. И видим красавца Ноя в его истинном обличье, к которому пришел Влад и рассказал про похищение. Ноя предлагает помощь, но Влад отказывается. Зачем приходил? Чего, хотел? Но на самом деле он хотел просто узнать, все ли с Лаей в порядке. Но и там пораскинул на таро и сказал: ок, все в порядке, бухает с Ратваном в самолете, да картины реставрирует. Вернувшись в настоящее, Ноя рассказывает про свою сущность, что он бес, и приглашает ее поболтать с Владиком. Влад не хочет ехать ночевать вместе со всеми Клео, и вообще он такой: волк-одиночка, уходи, Белла, я тебе не подхожу. И начинается 4 серия, мы перемещаемся в дом Клео и знакомимся с его сестрой Кэти и Аквилом, дядькой, который, как выяснилось, организовал самолет друзей и связан с работой Лео. Также Лая по традиции подслушивает разговор и узнает о Прайде и о том, что все крутится вокруг нее. Она решает расспросить Лео, тот рассказывает, что его миссия защитить ее и выследить Темного, который начал на нее охоту, что он состоит в организации по безопасности Тетра, и Аквил ее возглавляет. Перед сном Лая вновь решает посмотреть османский сериальчик. В прошлом Султан переживает по поводу предателя Искандера, которого хотели убить. Делится с Лале стихами Мехмеда и уведомляет, что Мехмед скоро приедет. Лале переходит в комнатку, где прячет картины, появляется Аслан и Влад, все радуются, идут к озеру. Здесь красивая сцена с друзьями и также развилка, романтическая сцена с первым поцелуем либо с Асланом, либо с Владом, либо ни с кем из них. Вернувшись вечером во дворец, Лале получает запоздалое письмо от подружки София. «Лале, прости, извини, но мы, кажется, перепутали сундуки и спалили, что ты рисуешь портреты людей». Но перепрятать Лале не успевает, вламывается злой муж Нурай и находит картины Хасана и Айше. Не досмотрев османский сериал, Лая просыпается и слышит грохот. Выбегает, а там Сандра стоит страшная, со скрюченными пальцами и белками вместо глаз. Сандра начинает бормотать что-то, но Лео и героиня думают что-то на татарском и приводят ее в чувство. Сандра говорит: срочно топайте в замок. Приехав в замок, они встречают Теда, помощника Ратвана, а вот того самого Ратвана след простыл и только очень злющий Влад. Но на этом серия заканчивается.
Начинается следующая серия, Тед начинает вопить про похищение, что это все Влад виноват, а Юстин говорит, что в 4 утра пьяный Ратван докапывался до Влада и колотил ему в дверь. Они с Юстином вместе его вернули в его комнату, и больше его никто не видел. Лая идет в часовню, осматривает свои владения, и, сдернув с окна тряпку, выясняется, что там витраж с ее лицом. На витраже они находят надпись «Загадку», разгадав которую, находят медную пластину. На ней написано что-то в духе того, что ее свет его от тьмы спасет, и что ей надо доверять некой Агнеш. Лая идет погулять по двору и встречает эту самую Агнеш, которая показывает ей воспоминания о том, что Шатет, тот самый завещавший владелец замка, расшифровал какой-то манускрипт и очень этому рад. Но больше Агнеш показывать ничего не хочет, поэтому Лая возвращается в реальность и видит какое-то чудище по цветовой гамме, напоминающее Агнеш. Таки это действительно оказывается Агнеш с биполяркой, как у Влада, потому что только что она хотела напасть, и вот она уже сидит плачет. Вовремя появляется Лео, успокаивает нашу героиню, и они возвращаются в замок, где комиссар говорит, что Ратвана так и не нашли. Лая едет на встречу с мамой, они тусят, покупают шмотки, и она, как всегда, подслушивает разговор ее с комиссаром о том, что в 4 года ее похищал тот самый Шатет, и что ей все это происходящее, в смысле маме, не нравится. Вернувшись в замок, Лая застает недовольного Влада и Ноя, который просит, чтобы его арт-директор поселился тут. Влад соглашается, Ной отводит Лаю в сторонку и говорит: «Слушай, а ты, кстати, тот самый мой новый арт-директор, потому что я купил галерею у твоего прошлого босса». Влад в шоке, Лая в шоке, а Ной необычайно доволен собой. И если вы тоже необычайно довольны моими видео и захотите помочь развитию канала, в описании к видео есть ссылки на мои аккаунты на Boosty и ВК Донат. Помимо различных небольших бонусов в виде ранних публикаций, бэкстейджа, каких-то эксклюзивных материалов, я буду указывать ники спонсоров своих будущих видео, как вот сейчас, например, спасибо большое тем людям, кто поддерживает мое творчество. Ну а тем временем необычайно довольный Ноя и хмурый Влад уходят на тет-а-тет. Ной уверяет, что Лая сама согласилась и что рядом с ней тьма Влада слабеет. Сандра и Лео решают, что в замке прикольно, кормят и убираются за тебя, и тоже хотят переехать. Ной знакомит с помощницей по замку Мириам. Сандра и Лая получают с кошкой посылку от Элинки с каким-то раствором, выполняют по инструкции небольшой ритуал и видят прошлое Сандры. Оказывается, звали ее Александра, и она добровольно в прошлом связала свою судьбу с Лаей и Владом. А дар ее в целях безопасности был помещен в Элинку, и в нужный момент должен был перейти ей, что и случилось в финале 1-го сезона. Лая рассказывает ей про османский сериальчик. Далее едут к Лео, и при наличии с ним ветки нужно будет определиться или с ним, или нет. Если выбрать ветку, то остальные ветки закрываются, и отношения с Лео считаются официальными. Если же ветка с Владом, то Ноя включает Ларису Гузееву и все подстраивает так, чтобы Лая зашла в бассейн к Владу, и далее будет плавная романтичная сцена с ним. И заканчивается глава так, как никогда не догадаетесь. По любой из веток Лая возвращается в комнату и достает картины. 7-я серия. Лале фартануло. Султан нашел ее картины и не только не стал ругать, но и обрадовался, что вновь может видеть Хасана и Айше. Он просит Лале нарисовать 2 других его сыновей, Ахмеда и Аладдина. И плевать он хотел, что когда погиб один из них, Лале было всего 5 лет, и она его тупо не помнит. Аслан и Влад радуются, что все обошлось, и информируют, что утром они с гвардией уходят на войну. Лале их провожает. По дороге домой она сталкивается с повзрослевшим Мехмедом. Тот говорит, что вырос, и изгнание пошло ему на пользу. Днем Лале идет погулять и заходит в усыпальницу Хасана, и вдруг видит его как призрака. И на этой веселой ноте 1-я часть 2-го сезона подходит к концу. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и я надеюсь, что мой пересказ был для вас понятным и интересным. Напишите, пожалуйста, в комментариях, ждете ли вы 2-ю часть, и хотели бы вы посмотреть подобные видео по какой-то другой истории. Ну а я на этом с вами прощаюсь, буду ждать вас во 2-й части, в других моих видео и, конечно, в соцсетях. Пока-пока!